Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». И сегодня я буду шить для себя удобный халат, его еще называют банный, шалькой воротник и на запах с поясом. И интересен он будет тем, что я буду использовать декоративную вышивку. Вот так она выглядит, я пересняла прям с монитора компьютера. Всякие рисуночки, и буду укладывать шнур. Шнур может быть толще, тоньше, по вашему желанию. Вот этим он будет интересней. Скорее всего, будет спереди, может быть что-то на карманчике, и со стороны спинки, прям на всю спинку я хочу сделать. Скорее всего, буду перерисовывать сама, потому что это мелковато только спереди, а со стороны спинки хочу что-нибудь большое. Нам потребуется... Я буду использовать футер двунитка, вот такой, фиолетового цвета. 2 часа времени, нитки в цвет. Вот. И, конечно, нужно сделать обмеры себя. У меня обхват груди 104, обхват бедер 112. И прибавку по бедрам я сделаю 8 сантиметров. Длина халата будет 125-130 сантиметров. Потребуется... Так как футер чаще всего широкий, он где-то 1,90 м, вам потребуется длина самого халата плюс 5 сантиметров на подгибку и длина рукава. Но длина рукава там не 60 сантиметров, а где-то 55, потому что пройма будет спущенная. Халат очень простой, без боковых швов. Карманы уже по ситуации решу, нужны они мне или нет. Итак, приступаем. Схематично расскажу все на листе. Итак, приступаем. Отрезаем ткань. У меня здесь по ширине 1,90 м. Я ее складываю пополам. А здесь, значит, длина вашего изделия плюс сантиметров 15. Вот. Значит, 15 сантиметров это на построение стойки. Не стойки, а шальки воротника. Вот, я его складываю, эту ткань. Здесь у меня будет спинка, здесь у меня будет перед. И начинаю отмечать 60 сантиметров. Это будет средняя часть переда. Отмечаю 60 сантиметров. Как вы понимаете, схематично. Вот. Теперь сначала откладываю 15, провожу линию меловую на ткани, прямо на ткани. Затем от нее вниз длину вашего переда, в моем случае 45-46 сантиметров. И провожу линию. Вот. Затем откладываю от верха сантиметров 26. Вы можете поделить пополам этот участок и прибавить 3-4 сантиметра. Я сейчас отмечаю длину, высоту проймы. И тоже провожу линию меловую на ткани. Теперь со стороны спинки откладываю ширина спинки плюс 2 сантиметра. Провожу линию. Затем отсюда откладываю ширину переда, плюс 2 сантиметра. И у нас остается пройма. Значит, здесь в моем случае 60 сантиметров. Это обхват, пускай обхват бедер деленное пополам, с прибавкой. В моем случае я прибавку взяла 8 сантиметров. Здесь в полуобхвате получается 4. Вот. Еще раз. Полуобхват бедер плюс 4 сантиметра. Это в моем случае. Теперь пройма получается в моем случае 18 сантиметров. Здесь у меня получилось где-то 22, и здесь получилось 20. Вот так ориентировочно.
Вот такие мои расстояния. Теперь пройму делите пополам. Вот. И на вот этом участке будет пройма. Теперь со стороны переда опускаемся на 4 сантиметра, со стороны спинки на 2,5. И откладываем ширину горловины 8. Если вы больше, чем 56 размер, то можно взять 9. Вот, и здесь тоже 8. И теперь рисуем плечо. Длина плеча ориентировочно сантиметров 18, для того, чтобы получилась пройма. Значит, и здесь тоже выравниваем, тоже рисуем 18. И теперь делаем красивую пройму внутри этого квадрата. Здесь мы откладываем 7 сантиметров, здесь 9. И все это округляем. Можно с помощью лекала. Вот такая схематичная пройма получилась. Все, в принципе, тут все готово. Росток опуститесь на 3 сантиметра и сделайте вот так. Нам осталось сделать линию полузаноса. У кого-то 10, у кого-то 15. Я беру 15. Провожу линию. Это запах, так называемый. Вот. И теперь соединяю линию плечевую вот таким образом. Выкройка готова. Это все происходит на ткани. И нам осталось только с вами сделать воротник шальку. Каким он будет, решаете только вы. Но вам нужно замерить длину спинки, длину ростка. Я возьму 10-11 сантиметров, возьмите всегда больше, всегда можно немножко отрезать. И теперь под прямым углом рисуйте вверх 10-11 сантиметров, затем под прямым углом стоечка где-то получается у нас сантиметра 3 и 6 сантиметров сам воротник. Итого 9. И вот теперь плавной линией сводите все вот в эту точку. Все, воротник готов. Теперь вот этот участочек я советую вам немножечко округлить. Вот такую картинку я нарисую на ткани, покажу и вырежу с определенными припусками. Вот, значит, подборд здесь можно сделать цельнокроенный до линии талии. То есть вот здесь вот этот участок, сейчас я отрежу, вырежу, покажу, что я имею в виду. На вот этом участке подборд будет цельнокроенный, а вот здесь, вот этот участок, я буду подкраивать. Как подкраивать? Возьму ткань, вот возьму ткань, уложу вот таким образом, обведу. Здесь немножко, здесь все четко, вот здесь вот так. И потом соединю вот сюда. На вот этом участке соединю. Очень вот здесь вот уголочек такой, небольшая сложность, но совсем не страшно. Можно и с ним справиться. Либо же сделать полностью отрезной подборд. Вот такая несложная схема построения домашнего халата. И нам останется только сделать рукав. Для этого нужно знать длину проймы по переду, длину проймы по спинке. Вот. Сейчас все сделаем. Как я строю рукав? Беру нужную длину. В моем случае это будет 50 сантиметров. Вот, значит, здесь пишу 50. Ткань складываю пополам. А ширина я беру из расчета
обхват груди у меня 32 плюс 8 сантиметров, то есть вот так 40. Так как здесь будет по сантиметру еще на швы, значит вы берете плюс еще сюда сантиметр и сюда сантиметр. Не забываем тоже отступить еще сантиметр сверху. И делим весь этот кусочек пополам, складываем. Всю ткань складываем пополам. Теперь вверх поднимаетесь сантиметров на 12. Значит, здесь у нас 20, здесь у нас 20. Теперь рисуете квадрат, треугольник. Перед, это у нас перед, это спинка. И со стороны переда прогиб чуть больше, со стороны спинки меньше. Можете поделить на 4 части. Сначала вот так на 2, потом еще раз на 2, еще раз на 2. И со стороны спинки поднимаетесь на 2 сантиметра, со стороны переда на 1,5 сантиметра. Здесь опускаетесь на 1,5 тоже сантиметра, а здесь где-то на 0,7. И рисуете рукав. Вот он. Все то же самое я буду делать на ткани. Все, рукав готов. Спереди 1,5, здесь 2, здесь 0,7 и здесь тоже на 1,5. Затем я складываю вот так рукав, отмеряю нужную мне ширину и вот так все вырезаю. Все, рукав готов. Если вы хотите, чтобы ваш рукав был с отложным манжетом, вы откладываете нужную вам длину, сюда добавляете 2 раза на отложной манжет, затем складываете вот таким образом, отложной манжет складываете, и теперь вырезаете уже согласно того, что у вас получается. Вот так. И низ рукава в вашем случае будет выглядеть следующим образом. Смотрите, вот так. Вот это отложной манжет. Так выглядит мой чертеж на ткани. Посмотрите. И я вам сейчас расскажу. Ну, здесь уже низ, не очень интересно. Смотрите, линейка 60 сантиметров. Вот она у меня лежит. Это ширина моей сетки. Дальше. 22 спинка, 17 получилась пройма и 21 перед. Дальше. 18 плечо. Опустилась здесь на 4 сантиметра, здесь на 2,5. Вот здесь 8, 18 плечо. Значит, теперь по поводу самой проймы. Здесь у меня 4 сантиметра, здесь 5 сантиметров. И все аккуратно округляю. Не забывайте, что на вот этих линиях под прямым углом начинаем. И здесь, и здесь. Вот. И теперь касаемо полузаноса. Это средняя линия, 15 сантиметров. Затем я добавила 6 сантиметров. Это будет цельнокроенный подборд в моем случае. Очертила линию, так как я буду подрезать подборд. Вот. И теперь сам воротник. Смотрите, сначала под прямым углом, затем опустилась на 1,5 сантиметра, отложила 4, потом 7 и вот так округлила в точку. В принципе, все построение. И точно так же сейчас буду строить рукав сразу на ткани. Так я вырезаю подборд. Уложила уже выкроенную деталь. И отрезаю. Так. И потом по вот этому срезу.
Не забывайте, что на вот этом участке, видно, ага, перехлест должен быть в сантиметр. Вот здесь, для того, чтобы стачать вот с цельнокроенным подбортом на вот этом участке. Мне сейчас неудобно резать, я за камерой вырежу и покажу. Подборт подкроила, вот как это выглядит. На сантиметр он длиннее, вот здесь. Все, при стачивании в уголок будет рассечка, и все развернется красиво. Вот, внутренняя часть будет обработана на оверлоке, уже вместе с цельнокроенным подбортом. Все, и теперь краем рукав. Вот так выглядит деталь, смотрите. Все очень-очень просто. Рукав я построила таким же способом. Решила взять чуть больше прибавку, сантиметров 10. Вот у меня здесь получилось 42. Вот, высота оката у меня 13. И здесь все то же самое. Здесь 1,5, здесь 2. Здесь на 1,5 опустилась, а здесь на 0,7 опустилась. Припуск я делаю сантиметр по окату. И что самое важное, я промерила длину проймы, у меня должно быть получиться 52. Вот, сейчас мы промерим, что у нас получится. Получается ровно 52. Вот, значит, рукав у нас сядет. И советую вам на вот этом участке внизу сантиметров, наверное, 7 делать более ровную часть, не искруглять. Ровно, вот так. Значит, обтачка внутри у меня будет отрезная, потому что длины не хватает на длину рукава. У меня сейчас ровно 50, вот, а обтачку не хватит, я ее притачаю. Значит, у меня ушло 2 метра, при ширине 1,90 м, поэтому рассчитывайте сами. И обычным способом по бокам я делаю сантиметра по 1,5, на всякий случай. Вот, а по окату не больше сантиметра. Не забывайте вот здесь тоже оставлять, когда чертите. И здесь тоже делаю 1,5. Вот, а здесь где-то сантиметр. Отмечаете центр здесь. И теперь при складывании у вас должна получиться следующая картина. Вот так должен выглядеть рукав. Впереди ниже, сзади повыше. Все, рукав готов. Теперь нахожу середину спинки, отмечаю от талии сантиметров 5, потому что здесь будет пояс, от верха тоже сантиметра 5. И на этом расстоянии укладываю картинку, которую мне нравится. Вы можете свою рисую, либо переношу. Вот я, скорее всего, буду рисовать, потому что я ее буду увеличивать. И потом уже буду по всем этим контурам укладывать шнур и настрачивать на машинке. Ну вот, я попыталась нарисовать вот эту барышню. Теперь буду вносить изменения, потому что слишком уж она у меня какая-то толстенькая получилась. Но это муки творчества. Сейчас исправлю все, что смогу. И, наверное, на передней половинке, ну, вот здесь вот на груди, вот эту барышню попытаюсь нарисовать. И буду творить. Хочу вам показать свои муки творчества, как я это выкладываю. Видите, да? Он эластичный, этот шнурок. И буду потом приметывать, наверное, а потом только настрачивать по всем контурам. Вот такая красота. Итак, я настрачиваю. Халат очень объемный. Показать весь процесс я, к сожалению, не смогу. Но смысл такой, что я по центру шнура настрачиваю контрастной ниткой, постепенно убирая все иголочки. Вот, одной строчкой полностью весь рисунок, так, чтобы все было ровненько.
Я продолжаю плавно разворачивать всю деталь. На маленьких изделиях это делать совсем просто, а вот на крупных не очень удобно. Но я буду стараться. Продолжаю. Вот что получается. Итак, вышивку я сделала. Теперь спинку укладываю вверх лицом, сверху укладываю полочки и начинаю стачивать плечевые. Я оставляла по 1,5 сантиметра. И теперь, когда мы стачиваем, все аккуратно поправляем и перестрачиваем где-то на сантиметр. И рассекаем в этот уголок. Это нужно для того, чтобы потом втачать воротник. Берем и рассекаем. И точно так же мы делаем с другой стороны. Рассекаем. Только вверх, низ не нужно. Вот, я рассекла. И этот участок будет втачиваться в горловину. Вот сюда. Но для этого 2 детали по среднему срезу нужно стачать между собой. Теперь я ровно укладываю в горловину воротник и смотрю, сколько лишнего. Вот 1,5 сантиметра на шов. Это то, что мне нужно соединить с другой деталью. И я складываю. И вот 1,5 сантиметра, которые оставляла, стачиваю их между собой. Укладываю по среднему срезу и потом швы разутюживаю, конечно же. Вот так где-то у меня. Всегда оставляю чуть больше, больше не меньше. Конечно, участок ненужный я отрезаю. И после этого аккуратно раскрываю середину, совмещаю ее вот здесь и втачиваю от рассечки до рассечки. Вот я аккуратно уложила и теперь попадаю в тот уголок. Ставлю закрепку и на ширину шва, ну, где-то 0,7, все поправляю и втачиваю. Этот шов мы не обрабатываем, он закроется верхним воротником. И теперь я должна аккуратно вот здесь выложить уголочек и попасть вот в этот уголок. Вот что получилось. И плечевые обрабатываем на верлаке. Этот шов закроется. Так выглядит втаченный воротник. По ростку я растрочила его отделочную строчку, так чтобы закрепить шов. И шов соединения воротника тоже отделочную строчку проложила. Вот так. Теперь нужно это все хорошо приутюжить. Теперь берем верхний воротник, вот эту отрезную часть, и стачиваю таким же швом. Лишнее отрезаем, естественно, шов разутюживаем. Вот таким образом. И после этого соединяем верхний воротник и нижний воротник лицо с лицом и обтачиваем его до
место соединения с подбортом, до начала соединения с подбортом, оставляя 1 сантиметр. Начиная от среднего шва, вот так вокруг я соединяю подборт с верхней частью. Ширина шва, ну, где-то сантиметр. В зависимости, какой вы припуск оставляли. Соединяю, можете сметывать. И вот теперь мы доходим до вот этого участка. Здесь у нас перехлест. Нам нужно перестрочить вот в этот уголок на сантиметр. Вот что получилось. И теперь нам нужно соединить вот эти части между собой. Для этого ставим рассечку в уголок. Из основной ткани. Теперь аккуратно выворачиваем и соединяем от этого уголочка к краю. И после этого обрабатываем внутреннюю часть подборта оверлоком. При соединении получился вот такой уголок. Его нужно отутюжить. По этой части борт будет заворачиваться. Вот так. И теперь, как я уже сказала, внутреннюю часть подборта вместе с воротником по всему краю на оверлоке обрабатываем. После обработки края борта и по горловине, везде оверлоком, я решила закрепить шов, вот, и настрочить его в сторону вниз шовчик. Не забудьте этот кусочек тоже на оверлоке обработать. Разворачиваюсь, и получается шов в сторону лица, и по самому краю на 0,1 я настрачиваю шов. Это позволит не выворачиваться воротнику и сделать его аккуратнее. Теперь укладываем, соединяем шов со швом. Вот здесь все расправляем, иголочкой соединяем. Вот так получается перекант небольшой. Вот. Закрепила иголкой. И то же самое соединила по плечевому. Тоже соединяем иголочкой. И после этого я вам советую закрепить воротник по верху. То есть еще здесь закрепить. И затем дать строчку вот здесь. В эту же постараться попасть, тем самым закрепляя верхний воротник. Прежде чем проложить строчку, я вам советую, так как это банный халат, и он не очень легкий, а тяжелый, его часто вешают на петелечку. Вот эта петелечка делается из той же самой веревочки, которую мы настрачивали по центру. Вот сюда мы прикалываем и строчкой закрепляющей присоединяем. Так выглядит халат на данном этапе. И теперь нам осталось, вот так он изнутри выглядит. Сейчас покажу саму аппликацию. Вот аппликация. И теперь нам осталось вот закрытую пройму вшить рукава. Обычным способом стачиваем рукава по переднему срезу. Вот я их уже стачала. Обрабатываем на оверлоке. Находим переднюю сторону. Я ставлю здесь рассечку. И один рукав вшиваю в одну пройму, а другой рукав в другую. Просто сначала вметываю, потом стачиваю и обрабатываю на оверлоке. Нам останется обработать низ. И он обрабатывается аналогичным способом. Просто
на верлаке подворачивается и настрачивается, и низ самого халата, и все, халат готов. Итак, халат готов, так он выглядит издалека. Халат длинный, 1,25 м где-то он получился у меня по высоте. И я поднесу поближе, покажу, как выглядит халат. Я сделала дополнительно карман, один, правда. Вот. Рукава украсила той же самой тесьмой. И по карману сделала тесьму. Сделала дополнительно пояс, шлевки. И вот со стороны спины, смотрите, моя вышивка выглядит следующим образом. Мне понятно, что это лицо. Многие не узнают, но это уже не важно. Значит, так выглядит рукав. Так, как касаемо рукава. Когда вы будете раскраивать рукав, сделайте высоту оката рукава 10 сантиметров. 13 было много, 10 самое то. Вот. При такой ширине рукава, при такой ширине плеча 18 сантиметров, это высокий окат, поэтому сразу несите себе такие изменения. Так смотрится рукав. Вот. Внутри я его даже на дополнительные завязки не делала. Так он смотрится изнутри. Мне очень нравится. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И, конечно же, шейте для себя.